И снова здравствуйте, это шоу «Наслаждение от рисования». И в прошлом выпуске я обещал вам нарисовать прекрасную азиатскую даму. Давайте же приступим к этому, используя краски, названия которых вы можете прочитать на экране. Итак, немедля я возьму вот этот изысканный, сочный оранжевый оттенок и начну слегка наносить его на наш холст крест-накрест. Просто без никакого усилия, друзья. Да, вот так, слегка. У нас сегодня прекрасная работа должна получиться, поэтому мы никуда не торопимся. Да, вот так. Фантастически. Святые угодники, что мы только что сделали? Это же настоящее произведение искусства. Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм и... Что это тут у нас? О, вот так даже лучше, да? Согласитесь? Сегодня поговорим про самый качественный кастомный коврик, который вы можете себе вообще позволить. И это X-Ray Pad Aqua Control Pro. Дело в том, что здесь вы можете нанести любой рисунок, который вы хотите, и при этом сам коврик по качеству просто на, не знаю, на миллион уровней выше, чем прошлые коврики от X-Ray Pad. Это действительно уже премиум сегмент, и давайте рассмотрим вообще коврик. Есть у меня и претензии к нему. Для некоторых, кстати, они могут быть даже плюсами или незначительными минусами, поэтому наливайте себе попить. Приятного просмотра. Начнем с того, что помимо нанесения любого принта, X-Ray Pad также доказали, что не просто так существуют уже с 2003 года. Они подняли качество до той самой приставки Pro в названии, которая описывает вообще все, включая цену данного коврика. Aqua Control Pro стоит недешево. Конечно, все еще зависит от размеров, но я лично рекомендую вам размеры от 42 на 49 сантиметров и больше. По исполнению строчки, упаковки и прочим параметрам этот коврик не уступает японским артизанам, которые уже не раз были в моем топе. К тому же в нынешних реалиях цена на ремесленников выросла до космических значений, поэтому покупка Aqua Control Pro будет даже оправданной. Кстати, я бы хотел рассказать вам, откуда вообще бывают такие цены на коврики. И здесь все упирается в доставку. Чтобы коврик приехал к вам целым и невредимым, плюс сразу расправленным, что немаловажно, его упаковывают в подобного вида конверты, которые занимают гораздо больше места, чем какой-нибудь тубус с тем же продуктом. Просто узрите эту разницу. Соответственно, цена доставки растет, и за ней растет и цена коврика. Также используются более премиальные материалы, да, не какой-то там премиальный жаккард, а используют реально просто хорошие материалы, используют вместо ОМ резины на подложке какой-нибудь полиуретан, так называемый китайский порон, либо же японский порон, и также используются сами ткани более качественные, которые держат свойства намного дольше, чем у какого-нибудь коврика из ДНС за 800 рублей. Так что считайте это инвестицией. Итак, здесь поверхность примерно как у артизана Хиена, и это достаточно грубое плетение с сильной абразивностью. Со временем я могу сказать, что Aqua Control Pro ощущается приятнее, чем Хиен. Кто знает, тот поймет, о чем я. Хиен жрет все. Я буквально подпиливал себе ногти об его ткань. Из бюджетных аналогов я могу привести в пример Razer Strider и обычные акваконтролы, которые являются также достаточно шершавыми. Так что будьте осторожны, у вас может быть непереносимость таких поверхностей, начнутся раздражения без использования рукава. С рукавом, кстати, коврик дружит отлично. Но зачем вообще использовать такие грубые ткани?
Все просто, они дают приятный контроль и при этом сохраняют прекрасную скорость. Что касается Pro версии акваконтрола, то он почти получился универсальным, но все-таки для многих он окажется быстроват. Несомненно, он медленнее того же Энергона, но все еще быстрый. Хотя если вы не играете в CS, Valorant и другие тактические шутеры с медленным геймплеем, где каждый флик решает исход раунда, то этот коврик вам подойдет. И честно говоря, если вы играете во многие игры, не фокусируясь на чем-то одном, то Aqua Pro тоже отличный вариант. Кстати, в статику мне тоже понравилось играть за счет плетения ткани, которое не вызывает залипаний в микродвижениях. Это же плетение дает высокую износостойкость. Вам не нужно будет его постоянно стирать, достаточно просто протирать влажной салфеткой или влажной микрофиброй. И даже если вы захотите его постирать, то производитель не рекомендует этого делать, так как основная поверхность, соответственно ткань, может изменить свои свойства и глайд уже будет не тем, что прежде. Так что если вы решитесь на данный этап, все-таки будьте очень осторожны, потому что никто не знает, как вообще себя поведет ткань и подложка, которая после водных процедур может вообще потерять свою вот эту феноменальную цепкость. Протирать же иногда подложку от пыли, наоборот, рекомендуется для большего сцепления. И да, подложка здесь довольно твердая и упругая, поэтому мышку вы вряд ли вдавите, зато у вас будет стабильный глайд, независимо от ваших привычек. Пока делал видос, X-Ray Pad успели выпустить еще две версии подложки, они чуть-чуть изменены по текстуре и при этом это Soft и X-Soft. Так что если вам не нравится mid подложка, теперь есть варианты помягче. Про данные подложки уже поговорим в следующих видео, когда коврики приедут ко мне. А пока возвращаемся к mid версии. Еще одна интересная особенность у коврика: здесь горизонталь и вертикаль практически одинаковые по скольжению. Поэтому я считаю, этим X-Ray Pad победили своего японского брата Hyena от артизанов. Однозначно рекомендую данный коврик под Fortnite, Apex, колду, Overwatch и остальные динамичные шутеры, где бы вы хотели получить не только скорость, но и возможность контролировать вашу мышку. Я точно оставляю этот коврик в своей коллекции и выбираю его вместо Hyena, тем более здесь такой шикарный принт, который вы можете скачать по ссылке в закрепленном комментарии или нанести любой вообще понравившийся вам принт на Aqua Control Pro. Из явных минусов: коврик нельзя стирать, он грубый для нежной кожи и дорогой. Хотя цена за него оправдана, я считаю. Также я не очень люблю, когда подложка прилипает к столу намертво прям. Конечно, когда у вас коврик 50 на 50, его хватает для всего и не придется лишний раз дергать. Кстати, для тех, у кого есть возможность заказать коврик с официального сайта X-Ray Pad, у меня для вас есть промокод. И он вам даст приятную скидку. Если вы ищете достаточно быстрый износостойкий коврик, который по качеству не уступает артизанам, и вы хотите кастомный рисунок, то вот он, X-Ray Pad Aqua Control Pro. Пишите, что думаете вы, ставьте обязательно лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, переходите в мой телеграм-канал, где еще больше контента, также переходите на мой Boosty для личных консультаций и, конечно же, заглядывайте на ламповые стримы на моем твиче. А с вами был Лиман Маклайм, пока!